Когда один человек спас волчицу и ее детенышей, он никак не ожидал, что произойдет 4 года спустя. Волки — главные хищники. Они злобны, умны и быстры. Но даже им время от времени нужна помощь. Эта история произошла в глуши Аляски. Однажды солнечным весенним днем старатель по имени Джон искал золото вдоль ручья Коха в юго-восточной части острова Капринов на Аляске. Как только он вышел из леса, окружавшего остров, он внезапно замер. Не более чем в 20 футах от него, в болоте, стоял огромный аляскинский лесной волк. Он попался в капкан, который, как знал Джон, принадлежал одному из его друзей-охотников по имени Джордж. Если бы Джона в тот день не было дома, волк наверняка погиб бы, так как Джордж умер на прошлой неделе от сердечного приступа. Джон начал приближаться к волку, надеясь, что сможет ему помочь. Сбитый с толку и испуганный этим приближением, волк попятился, натягивая цепь капкана и пытаясь освободиться. Именно тогда Джон заметил кое-что очень важное. Волчица была самкой, и ее соски были полны молока. Это означало, что где-то на острове было логово, полное голодных волчат, которые только и ждали свою мать. Джон остановился на своем месте в надежде, что больше не испугает маму-волчицу. Он внимательно осмотрел волчицу и предположил, что она пробыла в ловушке недолго, может быть, всего несколько дней. Это был хороший знак, так как означало, что ее щенки, вероятно, еще живы. Заботясь о детенышах, волчица не стала бы отходить слишком далеко от логова, так что ее волчата были бы не дальше, чем в нескольких милях от него. Но теперь у Джона возникла проблема. Ему нужно было помочь освободить самку, чтобы она смогла вернуться к своим детенышам. Однако Джон опасался, что если он отпустит ее, волчица станет агрессивной и попытается разорвать его на куски, чтобы защитить своих детенышей. Опасаясь за свою жизнь, Джон придумал другой план, который, как он надеялся, сработает. Он решил поискать ее детенышей, чтобы привести их к матери. Он начал искать любые следы или признаки того, откуда пришла мать. В конце концов, он обнаружил несколько оставшихся отпечатков на снежных пластах у края болота. Старатель пошел по следам, которые привели его на полмили через лес, а затем вверх по усыпанному камнями склону. Наконец, у подножия огромной ели Джон увидел логово волка. Джон осторожно подошел к логову. Он не хотел спугнуть и без того застенчивых и осторожных щенков, так как знал, что вытащить их из логова и без того будет достаточно сложно. В логове было тихо, и не было никаких признаков того, что медвежата все еще там или нет. Но Джону пришлось постараться, чтобы привлечь их внимание, чтобы этот план сработал. Он начал с того, что изобразил зов их матери, пронзительный писк. Но из пещеры по-прежнему не доносилось ни звука, ни движения. Джон не сдавался и снова начал кричать. На этот раз у входа в пещеру появились 4 крошечных щенка. Они медленно подошли к Джону и начали сосать его пальцы. Им было не больше нескольких недель от роду, и они явно умирали с голоду. Джон одного за другим поднимал щенков и складывал их в свой джутовый мешок. Надежно спрятав волчат в сумку, Джон развернулся и направился обратно вниз по склону к их матери. Мама. Вернувшись к пойманной в ловушку маме-волчице, она быстро вытянулась по стойке смирно, заметив, что Джон возвращается к ней. Она издала пронзительный вой, как будто знала, что с мужчиной были ее дети.
Джон вытащил щенков из сумки, и через несколько мгновений они уже сосали грудь у своей матери. Несмотря на то, что все щенки были накормлены и чувствовали себя хорошо, вернувшись к матери, Джон все еще не знал, как освободить самку. Каждый раз, когда он пытался приблизиться к маленькой семье, мама рычала на него и предостерегала. Смирившись с тем, что ему не удастся освободить ее сразу, Джон отправился на поиски чего-нибудь съедобного для мамы-волчицы, чтобы поддержать ее силы. Он наткнулся на оленью ногу и отрезал от нее заднюю часть. Джон знал, что если он когда-нибудь захочет освободить пойманное животное, ему придется завоевать ее доверие, и еда, как правило, была лучшим способом сделать это. Однако на это требовалось время, которого у Джона было предостаточно. Старатель устроил себе грубое укрытие рядом с волчьим семейством и вскоре заснул. На следующее утро он был разбужен 4 пушистыми комочками шерсти, обнюхивающими его лицо. Казалось, он заслужил доверие волчат, но у них все еще были разногласия с мамой. В течение следующих нескольких дней Джон делил свое время между поисками и попытками помочь попавшей в ловушку собаке. Он бросал ей оленину и играл с ее малышами, надеясь показать, что не представляет угрозы. Каждый раз, когда мужчина общался с животными, он подходил немного ближе к ловушке. Вечером 5-го дня Джон доставлял волчице дневную порцию оленины, когда заметил нечто обнадеживающее. Волчица слегка завиляла хвостом. Обрадованный тем, что, похоже, животное наконец-то доверило ему, Джон сел всего в 8 футах от нее, так близко, что если бы она захотела, волчица могла бы сломать ему руку одним щелчком челюстей. Затем мужчина заснул в окружении волчьей семьи. На следующий день Джон проснулся от звуков, издаваемых кормящими щенками. Он осторожно погладил их и поздоровался. К его удивлению, волчица-мать не зарычала и даже не пошевелилась. Приняв это за добрый знак, мужчина положил руку на лапу волчицы, попавшей в капкан. Она вздрогнула, но не сделала ни единого движения, чтобы остановить его. Наконец, после нескольких дней попыток завоевать ее доверие, все усилия Джона окупились. Он осмотрел стальной капкан и увидел, что его челюсти зацепили только 2 пальца на ноге животного. Они распухли и были порезаны, но лапа осталась цела, на что мужчина и не надеялся. Джон нашел защелку и быстро нажал на нее. Оказавшись, наконец, на свободе, Джон ожидал, что мама-волчица соберет своих волчат и исчезнет в лесу. Но она сделала нечто совершенно иное, что совершенно потрясло Джона. Волк медленно-медленно подполз к человеку и начал лизать его руки и пальцы. Джон был поражен. Это противоречило всем его знаниям о волках, но он был более чем счастлив, что позволило этому случиться. Через некоторое время мать решила, что готова уйти, поэтому она собрала своих детенышей и направилась в сторону леса. Прежде чем окончательно исчезнуть, она обернулась к Джону, как бы прося его следовать за ней. Джон понял, собрал свои вещи и последовал за животным. В конце концов они поднялись на гору Купранова и вышли на Альпийский луг. На краю луга в тени пряталась волчья стая, состоявшая примерно из 9 взрослых особей и 4 почти взрослых щенков. Волчица-мама и ее детеныши приблизились к стае, и после нескольких минут приветствий вся семья разразилась воем. Джон наблюдал издалека, пораженный тем, что стал свидетелем чего-то столь впечатляющего. Когда наступила ночь, мужчина разбил лагерь.
В свете костра он мог разглядеть множество волчьих фигур, мелькавших в тени. Но он не испугался. Он знал, что они просто интересуются им. На следующий день, когда забрежил рассвет, Джон понял, что пришло время уходить. Он собрал свои вещи, а мама-волчица все это время наблюдала за ним. Дойдя до дальнего конца луга, Джон оглянулся в последний раз. Мама-волчица и ее детеныши сидели там, где он их оставил, и наблюдали за ним. Ему. Джон помахал на прощание, на что волчица-мать издала скорбный вой. Затем он развернулся и спустился с горы. Он никогда не ожидал, что произойдет дальше. Через 4 года после этой встречи с волками Джон вернулся в Коха-Крик после службы во время Второй мировой войны. Когда он шел по знакомому лесу, что-то привлекло его внимание. Это был ржавый стальной капкан, из которого он спас маму-волчицу много лет назад. Увидев ловушку, Джон внезапно испытал странное чувство. Что-то подсказывало ему вернуться на луг, где он в последний раз попрощался с семьей волков. Следуя своим инстинктам, Джон поднимался в гору, пока не оказался на лугу. Он издал протяжный, низкий волчий клич, который повторял уже много раз. И, к его удивлению, в ответ раздался вой. Джон позвал снова, и снова в ответ раздался вой. Затем он заметил большую темную фигуру, движущуюся в его направлении. Когда он пересек луг, Джон увидел, что это лесной волк. Волк, но это был не просто старый волк, а тот, которого он спас. Животное остановилось прямо перед Джоном, слегка виляя пушистым хвостом. Затем, так же быстро, как и появилась, она снова исчезла в лесу. Вскоре после этого Джон покинул остров, и хотя он больше никогда не видел животное, воспоминания о ней и ее детенышах остались с ним на всю оставшуюся жизнь. Неизвестно, правдива эта история или нет, но многим из нас знакомо волшебное ощущение особой связи с другим животным, благодаря нашим собственным питомцам. И иногда, если людям повезет, с ними случается такое, что случается раз в жизни, как это случилось с Джоном и его волками. Что бы вы сделали, если бы встретили нуждающегося волка? Дайте мне знать в комментариях ниже. Не забудьте поставить лайк и подписаться на ежедневные вдохновляющие видео. Увидимся в следующий раз за более интересными историями.